Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Второй расклад. Перекресток реальности. Апрель 2025 года. Ключевые события вашей жизни, как вестники перемен. К чему все идет? И если мы говорим о перекрестке, это словно мы шли куда-то и доходим до той точки, когда мы словно перед выбором. Может быть, и обстоятельства складываются таким образом, когда есть разные варианты, и нам придется делать его величество выбор, и какой-то очень основополагающий, или он будет связан с теми событиями, как ключевое, но что-то очень важное для вас. Вот давайте мы с вами через карты узнаем, что прояснится, или какая информация для вас, может быть, откроется, с чем это будет связано, или с какой сферой жизни, как меняется, по сути дела, ваша реальность, коль уж мы с вами проживаем в эпоху перемен, и какие ключевые события выходят на первый план. Что будет продолжено, или, может быть, вы что-то и оставите позади, но в конечном итоге к чему же это все идет, или зачем все это было нужно. И мы достанем первые три карты. Конечно, всегда говорю, будем реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. И первые три карты – это сами по себе ключевые события, как вестники перемен. Какая-либо информация или какое событие, или с какой сферой жизни это будет связано. Три карты. Какую ситуацию они нам обрисуют. И к чему все идет. Это как продолжение следует. Вот давайте раскроем. Как меняется ваша реальность или к чему все идет. Достанем мы с вами карту совет, которую откроем в самом конце. Что же за ключевое событие или важное событие по части личной жизни? Кстати, карта прекрасная для хорошего настроения. И где-то на апрель, говорит, будет тот человек, который вас будет вдохновлять. Или, может быть, это ваше личное дело, которое вас вдохновляет. Но вообще, в принципе, хорошее настроение. Но все же и любовная история тут как раз может быть. Причем та любовная история, которая, даже где-то с нуля. Хотя с учетом ретро-Венеры, и у нас ведь период, если мы смотрим на апрель, он у нас условно может быть поделен на две части. Первая половина месяца у нас связана с ретроградностью, как ретроградность Меркурия до 7 числа, до 7 апреля, и ретроградность Венеры до 13. И вот уже вторая половина месяца, когда какие-то возвраты из прошлого или какие-то новости как будто из прошлого, которые к нам могут приходить. Возможно, мы в чем-то должны просто навести порядок и расставить все по местам, закончить, иными словами, какое-то дело. Но это могло бы быть и как возвращение какого-то человека или какой-либо истории. Может быть, это друг, может быть, ключевой партнер по работе. Хотя вот эта карта говорит о личной жизни. Может быть, это тот человек, который вернулся. Может быть, это вы кого-то возвращаете. Но это в любом случае, даже если это прежние отношения, тут они как заново могут начаться, к примеру, если прежде была ссора, вы можете помириться. Или если прежде вы друг друга не поняли, или человек перед вами не раскрылся полностью, да, вот здесь какая-то, как с чистого листа, тоже может быть история. Но карта о чем говорит? Не забегай вперед. Потому что что-то будет продолжено, но как долго она не говорит. Поэтому если ключевое событие – личная жизнь, мои дорогие, или какие-то приятные вести, добрая информация, которая вас отчасти может так это увлечь в романтику, конкретно так и прописано, в какие-то более радостные эмоции. Но может быть и другое, когда мы можем чересчур драматизировать какую-то ситуацию. И поэтому не драматизируйте. И, кстати, драматизировать мы можем, потому что мы забегаем немного вперед. И карта нас останавливает и говорит, вот проживи, Лев, этот спокойно месяц, апрель, и предоставь возможность, наверное, пространству, Вселенной, раскрыть какие-то отношения, или пусть это какая-то история, информация. Одним словом, радость присутствует. Но дай этой радости раскрыться как бы самой по себе. Не дави своим авторитетом, может быть, ни на человека, ни на какие-то события или информацию. Просто наблюдай.
Давайте посмотрим, какое же ключевое событие нам еще раскроют карты. Шикарно, императрица. У кого-то тут вплоть до признаний в любви, вот, кстати. И по рыцарю кубков ведь тоже идет признание в любви. Это какой-то конфетно-букетный период, может быть. Или когда вот вы окунетесь в эти волны романтики и захочется идти на свидание. Или когда бабочки в животе с учетом карты императрица. Мои дорогие девочки, у кого-то может быть, ну, для кого это актуально, сообразно возрасту и вашим целям. Я жду ребенка, все же аркан императрица. А для кого-то из вас, мои дорогие львы, мужчины, это важная женщина в вашей жизни. Это вы можете как кому-то делать комплименты, дарить цветы, выражать свои знаки внимания. Может захотеться с кем-то познакомиться поближе, я такое тоже допускаю. Или просто все же по аркану императрица это ваша любимая женщина, это ваша супруга, ваша мама. Хотя я допускаю у кого-то партнер по бизнесу тоже. И когда бизнес где-то выходит на обгон, когда все равно есть радость. По карте императрица это как символ нового «я». И карта дополняет рыцаря кубка в том плане, что да, тут действительно вдохновение какое-то будет. Апрель месяц может быть богат на добрые эмоции, на какие-то хорошие впечатления, на добрые надежды, кстати. Но нам пока не говорят, что же это будет за надежда, выльется она во что-то или нет. Но если мы рассматриваем вторую карту императрицы, вполне вероятно, что какое-то продолжение доброе в отношениях и следует. Но это еще и ваши действия. Поэтому с какой бы стороны вы ни находились, либо меня смотрят девушки-женщины, либо меня смотрят мужчины, имеются действия, которые касаются вашего благополучия. Все-таки императрица это, ну, мы можем где-то сказать и о Венере вспомнить. И поэтому, мои дорогие, подсказка такова. Если для кого-то возвращается, правда, человек, вы его вернули, либо он сам вернулся, и вы чувствуете, с вашей стороны есть интерес, и со стороны человека тоже искренний интерес, то есть взаимный энергообмен присутствует, то тогда точно какие-то отношения стоит продолжать. Считайте это как Вселенная или вот период ретро-Венеры вам действительно возвращает человека, и для чего-то он в вашей жизни нужен вам, а вы нужны ему. И опять же, мы не говорим, что это на долгий период жизни, но это то, что вам добавляет, с одной стороны, улыбок на лице, с другой стороны, это то, что дарит вам ощущение счастья и уверенности. Поэтому, если мы говорим об отношениях, я так вижу обе карты, и есть смысл что-то продолжать. Продолжать имеется в виду, не забегая вперед, но позволить какой-то истории развиваться, это точно. Пусть это будет по бизнесу, по работе, потому что карта императрицы иногда говорит, особенно для людей, которые работают сами на себя, или вы креативите, что-то создаете, как символ нового «я», это вы можете как новую тему какой-то в своем бизнесе или в творчестве, рост вашей популярности, хотя еще и карта императрица, смена статуса, и у кого-то может проиграться смена статуса. Или как таковая может и планироваться тоже. Давайте мы с вами узнаем, кстати, по деньгам. Тут может быть какой-то стабильный период. Все же карта императрица об этом нам тоже говорит. Но она также еще и говорит, надейся сам на себя, лев. И это относится в равной мере ко всем. Какое же ключевое событие? Третье. Ну вот, мои дорогие, правда, драматизм вот это, то, что я говорила. Четверка воды. Нам предлагают кубок, а мы как будто смотрим в три пустых. Мы оглядываемся назад, начинаем что-то анализировать, какой-то былой думы, или мы можем где-то хандрить по этой карте, или отношения какие-то развиваются, или работа развивается с учетом аркана императрицы. Может быть, отношения, которые связаны с партнерством, именно партнерством по работе, с коллегами. Но лев может быть чем-то недоволен. Либо недостаточно, либо не совсем так, как вот вы планировали, что-то идет. И вот эта карта хандры, она не говорит о том, что что-то на самом деле плохо. Нет. Тут так и прописан эгоцентризм, мои дорогие. Поэтому свои где-то эмоции нужно немножко причесывать. В том плане, чтобы они вам буквально
не помешали быть счастливым. И вот этот кубок, который, он, как, знаете, мы его не ждали. Может быть, мы ждали каких-то других отношений, или, может быть, мы ждали какого-то другого предложения. Возможно, информация, которая к вам приходит, и добрая информация, но она не совсем согласуется с вашими представлениями или с вашими планами. И мы все равно должны взять этот кубок. Ну, для начала мы его должны увидеть, почему нам эта колода у нас ангелов-хранителей. И обратите внимание, первая карта, нет изображения ангелов. Вот на тех картах, в которых нет изображений, то целиком и полностью зависит от наших действий. А там, где есть как раз изображение, императрица у нас сама по себе как ангел изображена. Да и в четверке кубков нам, как высшие силы, кубок с крыльями предлагают, то есть его величество, возможность, может быть, не случайная случайность или какое-то предложение. И мы можем от этого отказаться, потому что наши планы, они не идут в тандеме с тем, что мы слышим. Или с тем, что, может быть, нам и приятно, но, как я уже сказала, либо недостаточно, либо не в полном объеме, либо не тот контекст. Вы предполагали что-то по-другому, а тут как с другой стороны идет предложение, и вы можете этому даже не придать значения. Так вот, давайте мы немножко раскроем, что же будет дальше. И если первая половина месяца мы говорим о ретро-меркурии, что такое Меркурий? Это всегда какие-то, кстати, задержки. И в плане информации может быть какая-то неточность, и поэтому доверяй, но проверяй. Могут быть задержки по части документов, может быть и по части договоренностей. Мы можем искать нужную информацию, не сразу, кстати, находить. А вот Венера, ретро-движение, это все то, что касается любовь и деньги. Вот значит, вторая половина апреля может как раз и прояснять некоторые вопросы по части информации и вашего благополучия. Поэтому давайте откроем, к чему же все идет. Работай, у тебя все получится, да? Вроде бы про личную жизнь нам сказали, а тем не менее можем переложить и на личную жизнь. Я думаю, что со мной многие согласятся, люди, те, кто имеет семью или долго в партнерских отношениях, что отношения в личной жизни – это тоже, по сути, работа. Мы должны принимать участие. Мы встречаемся с человеком, и мы ведь две разные личности. И мы не должны быть ни воспитателями, или мы не должны переделывать этого человека. С другой стороны, мы где-то, если действительно дорожим этими отношениями, то не стоит и забегать вперед, и где-то настаивать на своем. Все зависит от того, как мы сумеем договориться, как мы сумеем друг друга прочувствовать. В принципе, возможно, такое, когда мы, пусть мы разные, но мы смотрим в одном направлении. И, наверное, вот эта самая работа, она может быть предусмотрена. Хотя я могу такое предположить, что для кого-то это будет конкретно радостное известие, мои дорогие, которое вас очень вдохновит и в последующем откроет перспективы по работе. Но в любом случае, восьмерка Земли нам говорит о том, работай, и у тебя все получится. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Более того, это тут еще карта говорит об инструкциях, или когда мы детализируем какие-то вопросы. Поэтому я могу даже предположить, что отношения личной жизни каким-то образом будут взаимосвязаны с вопросами денег или с вопросами работы. У кого-то это банально может проиграться, когда вы семьей переезжаете, и понятно, что в новом месте вы тоже продумываете свою занятость, каким образом. Но я должна сказать, восьмерка Земли – это одна из лучших карт в колоде Таро, в любой абсолютно, на работу и на деньги. И обратите внимание, тоже крыльев эта карта не имеет, но ваш потенциал как раз, ведь это профессионал нам показан, который знает, как делать правильно и хорошо, как делать грамотно, как делать деньги, может быть, мои дорогие львы. И здесь я вижу именно потенциал, как и в личной жизни, так и каким-то образом он улучшать может вашу еще и финансовую историю. Иногда это просто вдохновение, будем говорить. И вполне вероятно, карты призывают, ты вдохновись, лев, и тогда у тебя больше будет получаться в плане работы. Или ты легче будешь, как больше
с каким-то или ясностью, пониманием, с воодушевлением, может быть. Ты будешь смотреть и на рутинные вопросы тоже. И для тебя вполне вероятно карьера пойдет вверх. И так тоже бывает. Хорошее настроение и вдохновение – это очень важно в нашей жизни. Пабло Пикассо сказал: вдохновение – это как специя. Его нужно совсем немного, но оно способно изменить все. Поэтому позитивный настрой, мои дорогие львы и львицы, и все карты, в принципе, ведь очень неплохие. Давайте посмотрим, к чему же все идет. Аркан Императрица. Ух ты! Тут у вас что-то интересное может закрутиться. Если мы говорим и условно разбиваем апрель на 3 декады по 10 дней, середина месяца, тут как высшие силы вам помогают. Обратите внимание, как аркан Императрица, один из самых лучших арканов в колоде Таро, так и аркан буквально Илькаро – это колесница, это карта успеха, сила желаний, победа, нам тут так и говорят. А еще нам говорят, что придется нам что-то передумывать. Поэтому я могу предположить, в середине месяца ожидайте каких-то переломных моментов. Это может быть как связано с решением, вашим решением, может быть, людей, ключевых партнеров, партнеров по работе, по бизнесу или по личной даже жизни. Но это каким-то образом будет все равно воздействовать на вас. Это то, что приходит, опять же, извне. Оно влияет на вашу жизнь, и причем влияет со знаком плюс. Поэтому тут некогда хандрить в апреле месяце, это точно. И даже если что-то не нравится, ну, киснуть, наверное, не самый лучший период. Нам даются возможности, поверьте, если кто-то еще не верит, просто за плечами у меня богатый опыт. Мы часто думаем, что, ну, вот появилась возможность, а завтра будет еще лучше, дай-ка я подожду, а завтра нет ничего. Поэтому будьте внимательны к апрелю месяца, мои дорогие львы и львицы, не пропустите, потому что по аркану колесница – это ведь карта скорости. Здесь может касаться какой-то поездки, переезда или вообще перемены в вашей жизни, причем те, которые со знаком плюс. Хотя я могу предположить, что кто-то засобирается в дорогу совершенно внезапно, или вам будет что-то подобное предложено. А кто-то из вас именно из-за того, что открываются в личной жизни перспективы и какие-то возможности, или просто предложения, может тоже засобираться в путь. Или задуматься, а может быть и правда стоит поменять место жительства. Но у кого-то такое может проиграться по части работы тоже. Но мы не должны медлить, потому что практически победа почти у нас в руках. И не откладывайте что-то на потом. Куда-то ехать – это благо. И нам уже буквально ангел парит и расправил руки, крылья. Что-то может вас не просто радовать, а открывать перед вами новые возможности и перспективы. Не упустите, еще раз повторяю, к чему же все идет? Посмотрите, некогда хандрить, правда? Туз кубков, безусловно, это эмоции, это возможности, реализация, интуиция и, безусловно, вдохновение. У кого-то это признание в любви, у кого-то по части бизнеса, может быть, какой-то прогресс, прорыв, но всегда есть перспективы по этой карте. Если мы говорим отношения, тут тоже какой-то переломный момент, может быть, и в отношениях тоже. Но точно нам карта говорит о том, что не время, ну, где-то чересчур анализировать или удариться в какую-то глубокую философию на мелком месте, мои дорогие львы и львицы. Какой-то поворотный момент или действительно перекресток реальности у вас может случиться в апреле месяце. И здесь важно чего-то не упустить. Потому что как и информация может приходить неожиданно, так и от вас, возможно, потребуются совсем не те действия, как вы привыкли действовать, или как вы привыкли принимать решения. Здесь какая-то инновация приходит в вашу жизнь, и она нам говорит: не упусти его величество случай или какую-то возможность. Давайте карту совет. Не упусти какую-то возможность. Туз жезлов. Куй железо пока горячо. И конкретно прописана возможность. Ну, тут у нас еще и креативность, создание и действие. Вот, наверное, в этой колоде
Единственная колода, обычно туз жезлов, будет говорить чаще всего об информации. Или к нам приходит какое-то предложение. Или мы слышим какую-то новость, которую на свою жизнь перекладываем, и она нам так или иначе чем-то полезна. Но вот именно здесь нам говорят еще и о ваших действиях. Не упусти какой-то момент. И в этой колоде, посмотрите, ангел, как будто девочка изображена. Но ребенок, да, это всегда начало нового чего-то. И у вас два туза, мои дорогие. Поэтому тут какое-то светлое, доброе продолжение следует. И сами ангелы это благословляют. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы. У кого-то может быть искренняя любовь. Любовь человека к вам. Или искренние партнерские отношения. Но реальность похожа для вас в апреле в каком-то контексте, понятно, у каждого из вас по-своему, она может меняться, и все карты говорят это в сторону добра. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.